Всем привет, дорогие друзья и гости канала! Сегодня я покажу, как приготовить премиальный салат, в который невозможно не влюбиться с первого взгляда. Он выглядит дорого, с красивым разрезом и выразительным верхом из черной икры. Этот салат я назвала «Черная лагуна». Очень рекомендую его приготовить, он получается вкусным и сбалансированным. Все ингредиенты указаны под видео. Давайте начнем готовить. Начинаю с морской капусты, я использую уже готовую, с овощами. Обязательно хорошо сцеживаю лишнюю жидкость через сито. В заранее отваренный и уже заправленный рис добавляю 1 столовую ложку майонеза, перемешиваю. Кальмара я отварила 3 минуты с момента закипания. Быстро охладила в холодной воде, затем очистила. Нарезала кубиками. И смешала с творожным сыром. Крабовые палочки нарезала небольшими кубиками. Морскую капусту еще раз тщательно отжимаю. И нарезаю маленькими кусочками. Куриные и перепелиные яйца я также заранее отварила и почистила. Продукты для салата готовы. Приступаю к сборке. Устанавливаю квадратную форму на блюдо размером 15 на 15 сантиметров. Первым слоем идет рис, он станет основой салата. Выкладываю его и хорошо утрамбовываю. Сверху ножницами нарезаю листья нори и равномерно распределяю их. Далее наношу сеточку из майонеза. Следующим слоем идут крабовые палочки. Затем снова сеточка. Из 5 отварных яиц беру только 2. Натираю их на крупной терке. Выкладываю на салат. Слегка подсаливаю и наношу сеточку. Из 3 оставшихся яиц отделяю белки и желтки. Желтки натираю на мелкой терке и добавляю в морскую капусту. Это небольшой лайфхак, чтобы капуста не расползалась и идеально держала форму, а также получалось еще вкуснее. Выкладываю следующим слоем и наношу майонезную сеточку. Далее идет подготовленный кальмар с творожным сыром. Хорошо разравниваю и утрамбовываю. Белки натираю на средней терке.
выкладываю их сверху. Также разравниваю. Белки не смазываю. Накрываю салат пищевой пленкой и убираю в холодильник на 1 час. Тем временем заранее отваренные перепелиные яйца разрезаю вдоль. И аккуратно удаляю желтки. Срезаю у половинок немного основания, чтобы они устойчиво стояли на тарелке. Наполняю половинки черной икрой. У меня имитированная икра хорошего качества. Она красиво ложится и хорошо держит форму. Достаю салат из холодильника, прохожусь ножом по краю формы и снимаю ее. Салат остается стабильным и устойчивым. Теперь самый красивый момент. Покрываю его черной икрой. Каждая икринка блестит, текстура приятная, а цвет глубокий и насыщенный. Затем выкладываю фаршированные перепелиные яйца вдоль салата с обеих сторон. Они создают эффект маленьких жемчужин и делают подачу более нарядной. Поверху салата также выкладываю перепелиные яйца в форме цветка. Для украшения добавляю зеленые веточки розмарина. Салат получился красивым, необычным, вкусным и праздничным. Он отлично держит форму при нарезке, как тортик. Обязательно попробуйте приготовить и напишите в комментариях, что думаете о черной лагуне. Мне очень интересно ваше мнение. Пусть за вашим столом всегда царят тепло, уют и вкусные чудеса. Спасибо за просмотр! Если понравилось видео, подписывайтесь на канал и до новых встреч!